цифра явки оказывается выше, чем мы ожидали, процентов на 8-10. Я вам скажу, что за это надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет. На нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно и без доказательства в чем-либо обвиняется, и когда ей начинают угрожать санкциями, все, что делает русский народ, это объединяется вокруг центра силы. Центр силы, безусловно, это сегодня Путин. Британские СМИ не очень активно освещали выборы в России. Их внимание было приковано к отравлению Сергея Скрипаля, напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой и дипломатическому скандалу, которым все это обернулось. Однако, по мнению пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина, такая ситуация могла способствовать повышению явки на выборах в России. Возможно, тем же объясняется и необычайно высокая активность избирателей, зарегистрированная в российском посольстве в Лондоне. Сообщается, что людям приходилось ждать около часа, чтобы отдать свой голос. По некоторым подсчетам, в очереди у здания посольства стояли от 2 до 3 сотен человек. Это говорит об их серьезном желании проголосовать. Не исключено, что активность избирателей так возросла из-за скандала вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ. Дипломатический конфликт между Лондоном и Москвой сказался на настроениях российской общины Великобритании. Тем более, что он разразился прямо перед выборами. Предприниматель Евгений Чичваркин, ярый критик Владимира Путина, живущий в Великобритании, организовал акцию протеста недалеко от российского посольства в Лондоне. В ней, кроме самого Чичваркина, приняли участие около 30 человек. В руках у митингующих были транспаранты с антипутинскими лозунгами. Вот такое своеобразное приветствие устроили желающим проголосовать противники переизбрания Путина на 4-й срок. Британские новостные СМИ не проявили особого интереса к выборам в России. В материалах прессы прослеживается идея, что исход голосования был предрешен. А статьям на эту тему, как видно на примере этого воскресного номера, отводится вот такое небольшое пространство на 7-й полосе. В тексте утверждается, что переизбрание Путина неизбежно. А вот заголовок статьи Financial Times. Российские власти мобилизуют силы, чтобы обеспечить Путину колоссальный триумф. Размещена она тоже не на 1-й полосе, а на 7-й странице. Кроме того, в британской прессе утверждалось, что на россиян оказывали давление с целью добиться от них участия в голосовании. Во многих статьях говорится, что российскому правительству на этих выборах была необходима высокая явка, чтобы предстать более легитимным. В общем и целом, британские газеты выглядят примерно так. Место на 1-й полосе отводится скандалу вокруг отравления Сергея Скрипаля. Этот заголовок гласит: «Мэй противостоит Путину». Во многих материалах российского лидера выставили в весьма неприглядном свете. Вот некоторые из карикатур с его участием. Вполне возможно, что повышенное внимание прессы к отравлению Скрипаля, а также антироссийская риторика в духе холодной войны побудили россиян, проживающих в Великобритании, активнее участвовать в выборах. Out and cast their ballots.